Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Твоя активность в виде комментариев, лайков и подписок продвигает мой контент в Ютубе. Итак, в этом видео поговорим о том, что работа является по сути продажей своего собственного времени. На самом деле деятельность, направленную на заработок денег, можно условно разделить на виды. Допустим, это может быть свой бизнес, наемная работа, либо же какой-нибудь фриланс. И если у этих условно разделенных видов деятельности есть основная цель в виде заработка денег, то эта деятельность в первую очередь является основным побуждающим к этой деятельности стимулом. То есть деньги в данном случае являются мерилом целесообразности этих условно разделенных видов деятельности. Следовательно, это фактор, определяющий мотивом эти деятельности, условно разделенные на виды. И во всех этих деятельностях человек тратит время своей жизни для того, чтобы эти деньги заработать. Понятно, что если этот человек фрилансер, занимающийся программированием на заказ, может сидеть дома и выполнять свою работу там. Но что, допустим, делать, если человек работает каким-нибудь токарем? Ему как минимум надо добраться до завода, либо же купить станок, установить его где-нибудь, допустим, у себя в гараже и заниматься там вытачиванием различных деталей. И в этом случае он, что называется, работал бы на себя, если он не хочет связывать свою жизнь с походами на завод и с графиком, который определяется стандартами этого завода. Например, вот я сам пытался зарабатывать деньги в интернете, когда я только начинал пользоваться интернетом. Это было где-то в конце 2000-х, начале 10-х годов. И вообще меня привлекла сама идея того, что я смогу зарабатывать деньги, не выходя из дома, потому что на наемной работе мне часто приходилось и приходится до сих пор контактировать с не очень приятными мне людьми. И все началось с того, что в этом контексте вот интереса моего к интернету я стал интересоваться веб-программированием, и некий вот родственник мой рекомендовал мне видеокурс одного из деятелей, который учил программированию. Вот. Через свои уроки, так скажем. Вот. И я заказал этот видеокурс, и по этому курсу я сделал свой сайт на PHP, на котором я решил рекламировать партнерские ссылки различных видеокурсов. Вот. И я достиг в этом определенного результата небольшого, да, потому что я раскручивал этот сайт через поисковые системы, и был определенный результат, но очень небольшой. Я заработал где-то около 11 тысяч за год, наверное. Но это был очень хороший опыт в том смысле, что при помощи его я узнал, что в интернете действительно можно зарабатывать деньги. Но сложность этой деятельности для меня заключалась в том, что заниматься SEO-продвижением сайта оказалось для меня очень скучным занятием, и отсутствие у того моего сайта определенной тематики намного затрудняло процесс его SEO-продвижения, потому что поисковики продвигают именно тематические сайты. Поэтому мне до сих пор приходится периодически работать на наемной работе, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Что касается этого канала, то для меня он является средством выражения своей мысли, но не способом заработка, потому что я не продаю на нем никаких продуктов и не предлагаю никаких идей в качестве готовых продуктов, как, допустим, это делают те же самые психологи. Они именно занимаются тем, что продают идею, которая вообще никак не связана с реальностью.
Так вот, вообще зарабатывать на просвещении — это весьма сомнительная перспектива, потому что большинству людей нужен некий продукт, после потребления которого, с их точки зрения, у них должны наступить некие конструктивные изменения с позиции стандартов, которые созданы в голове потребителя при помощи той же отрасли, которая им и предлагает купить продукт. Естественным примером такой отрасли служат, опять же, так называемые психологические услуги. Они пользуются огромным спросом, и там вращаются, судя по всему, очень большие деньги. То есть создавать проблему в сознании потребителя и затем заниматься имитацией ее решения — это гораздо более выгодное мероприятие, потому что большинством людей какие-нибудь сказочные причины их поведения легче воспринимаются и увлекают своей простотой и легкостью, создавая ложное стремление разбираться в причинах того, что с ними происходит, сквозь призму ложных теорий. И примером таких ложных теорий могут служить те же самые теории австрийского сказочника Фрейда, который пытался всех убедить в том, что все испытывают половое влечение ко всем, и это является главной причиной поведения людей, да. Таким же ровно образом, допустим, те же самые попы внушают своей пастве идею о том, что некоему богу до определенного момента нечего было делать, и он решил создать мир. Так вот, что касается работы, да, либо же деятельности, направленной на заработок денег, это в любом случае трата своего времени для их зарабатывания. Поэтому человек выбирает, так скажем, наиболее легкий и подходящий для него вариант, если вообще у него есть возможность хоть как-то выбирать этот вариант. В любом случае, если человек пользуется деньгами, то он также в любом случае является частью финансовой системы, так или иначе. Меня больше всего поражает идея того, что есть якобы какая-то финансовая независимость в случае, если ты создаешь некий бизнес, да. Но, как я считаю, люди, имеющие бизнес, они в большей степени зависимы от той же самой финансовой системы, нежели люди, которые ходят на работу, потому что в случае, когда у человека есть бизнес, он должен посвящать всю свою жизнь и все свое свободное время этому делу. То есть, говоря о том, что работа — это по сути своей трата времени своей собственной жизни, я не хочу сказать этим то, что существуют какие-то другие варианты замены, да, потому что в любом случае, если вы пытаетесь зарабатывать деньги, то вы в любом случае тратите время своей жизни на это.